Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов известного австралийского режиссера Джорджа Миллера. У меня собрана вся коллекция из того, что выходило с русским языком. И сегодня я хочу показать фильмы данного режиссера. Итак, давайте начнем. Первое, это же, конечно, «Безумный Макс». Он у меня представлен в нескольких изданиях. Ну, точнее, последний фильм представлен в нескольких изданиях, но остальные три части представлены в таком издании, в антологии «Безумного Макса». Это у нас итальянское издание. Здесь у нас 4 части, но на 4 части нет русского языка. Итак, первый «Безумный Макс» вышел в 1979 году. Имеет оценку 6,9 на Кинопоиске и 6,8 на IMDb. Далее, спустя 2 года, в 1981 году, вышел «Безумный Макс 2. Воин дороги». Более известный фильм. И он имеет более высокие оценки. Это 7,7 на Кинопоиске и 7,6 на IMDb. Далее, спустя еще 4 года, вышла третья часть. Это «Безумный Макс. Под куполом грома». Во всех этих 3 частях роль Макса играл Мел Гибсон. И третья часть получила оценки ниже, чем предыдущие 2 фильма. Это 6,2 на Кинопоиске и 6,2 на IMDb. И, наконец, спустя продолжительное время, в 2015 году, то есть у нас получается спустя 30 лет, вышел последний фильм «Безумный Макс. Дорога ярости», где главную роль Макса сыграл Том Харди. И данный фильм получил самые высокие оценки в серии. Это 7,8 на Кинопоиске и 8,1 на IMDb. Также мы можем видеть, в данном издании есть дополнительный диск, это DVD, на котором представлен документальный фильм про создание первого фильма. Такое вот первое издание про «Безумного Макса». Далее, «Безумный Макс. Дорога ярости», российское издание. Единственное издание, которое у меня есть с русским языком данного фильма. Мне этот фильм понравился. Особенно хорошо его смотреть, если у вас есть Dolby Atmos. Эффекты в Dolby Atmos данного фильма мне понравились. И, кроме того, у меня есть 4К издание «Безумного Макса. Дорога ярости». Такая вот серия. В настоящий момент Джордж Миллер снимает фильм «Фуриоса» из этой же франшизы. А в настоящее время данная серия состоит из этих 4 фильмов. Далее. После того, как Джордж Миллер закончил «Безумного Макса», он снял фильм «Иствикские ведьмы». Это у нас скандинавское издание. Данный фильм вышел в 1987 году. Имеет оценки 7,3 на Кинопоиске и 6,5 на IMDb. Главную роль здесь сыграли Джек Николсон, Шер, Сьюзан Сарандон и Мишель Пфайффер. Как мы можем видеть по оценкам, на постсоветском пространстве этот фильм имеет более высокие оценки. Идем далее. Далее снова Джордж Миллер и Сьюзан Сарандон. Это фильм Масла Лоренцо,
который вышел в 1992 году. Единственный фильм из нашей подборки, который выходил только у нас на DVD. Этот фильм основан на реальных событиях. Помимо Сьюзен Сарандон, здесь также снялись Ник Нолти, а также Питер Устинов, известный британский актер русского происхождения. Далее, идем далее. В следующие годы и до «Безумного Макса. Дорога ярости» Джордж Миллер смотрел в сторону семейного детского кино. И он был сценаристом и продюсером фильма «Бэйб. Четвероногий малыш». Данный фильм вышел в 1995 году. Достаточно известное кино. Данный фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. То есть в нем органично соединены кукольная анимация, компьютерная графика и съемки с живыми животными. И первой части Джордж Миллер был продюсером и сценаристом данной картины. Есть у меня 2 диска данным фильмом. Так получилось. И поэтому обложку я перевернул. То есть он победил в награде лучшие визуальные эффекты, опередив фильм «Аполлон-13». Данное кино вышел в 1995 году и имеет оценки 7,0 на Кинопоиске и 6,9 на IMDb. А вот уже вторую часть «Бэйб. Поросенок в городе» Джордж Миллер снимал сам. Данная картина вышла в 1998 году. И она получила более низкие оценки, чем предыдущие картины. То есть это 6,1 на Кинопоиске и 5,8 на IMDb. И, наконец, последняя франшиза в серии фильмов, которой занимался Джордж Миллер. Он решил пойти в анимацию. И в 2006 году выпустил анимационный фильм «Делай ноги». Фильм, который принес ему «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм. А также это единственный фильм студии Warner Brothers, который получил «Оскар» в этой номинации. Фильм вышел, как сказал ранее, в 2006, имеет оценки 6,7 на Кинопоиске и 6,4 на IMDb. В 2011 году Джордж Миллер выпустил продолжение «Делай ноги 2». Он у меня представлен в формате 3D с такой ретикулярной обложкой. Здесь 2 диска. Второй фильм имеет более низкие оценки по сравнению с первым. Это у нас 6,2 на Кинопоиске и 5,8 на IMDb. Такая вот коллекция фильмов данного режиссера у меня есть. После «Безумного Макса. Дорога ярости» следующего картина была «3000 лет желаний», но она уже не выходила на физических носителях с русским языком. А на этом все.
Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока.